Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Друзья, сегодня 11 сентября, воскресенье 2022 года, выборы губернаторов у нас вовсю. Я думаю, в некоторых областях тоже идут там выборы, и местные там власти, и там в парламент, в губернаторы. В общем, погода отличная, но проголосовал я, не буду говорить за кого, проголосовал, и сейчас идем за грибами, ребята, за опятами. Привет, Москва, привет, мои подписчики, гости моего канала, Петербург, Казахстан, Израиль, Ирландия, привет, Сергей, привет, Мустафа, Зинаида, привет, Алла из Геленджика тоже огромный привет. В общем, ребята, Урал, Южноукраинск, Украина, ЛНР, ДНР, Крым, Камчатка, Приморье, Африка, Британия, привет, Польша, Германия, Франция, Австрия. Всем, ребятушки, привет. Всем огромный привет. Короче, смысл какой? Вчера был за грибами, ходил. Тоже позволяла погода. Удивительная погода. Наверное, это бабье лето пришло. Но в любом случае, ребята, таких опят я не видел ни разу. Насобирали что-то порядка, наверное, 3 или 4 даже корзин. Но, когда везли в кузове машины, я скажу так, они высыпались. И вот буквально со вчерашнего, видите, он подсох. Со вчерашнего, скажем так, сбора грибов вам показываю вот такой огромный, просто огромнейший опенок. С такой толстой ножкой. И самое интересное, что это просто вывалился, это не самый крупный. То есть молодой, но не самый крупный. Ребята, поэтому усаживайтесь поудобнее. Настроение делайте, включайте самое лучшее. И сейчас идем за грибами, за такими же и еще крупнее. Погнали, ребята, не пожалеете. Иван, канал Юрганов Лайф, вперед. Ребят, от волнения я даже сначала забыл свою кепочку, которую я хожу за грибами, и ножик. Пришлось вернуться, а при этом я вам говорю, что я иду в лес за опятами со своим подписчиком и другом Костей. Вот он передает вам привет, улыбается. Ну, и с его супругой Юлией, которая ушла вот туда, куда-то побыстрее вперед. Дорога, честно скажу, не важнецкая, но она в любом случае лучше, чем бездорожье, чем бурелом сразу идти в лес. Итак, спускаемся вниз по дороге, и скоро начнутся чудеса. Чудо начинается. Заходим в лес. Тут у нас дорога. Налево пойдешь, козленочком станешь, прямо пойдешь, смерть свою найдешь, а направо мудрецом. Куда пойдем, ребятки? Говори, Костя. Да без разницы, налево пошли. Пошли налево, пошли налево. Самый мужской такой ответ. Пошли налево. Ребята, мы уже находимся в лесу. Чудо пока еще не свершилось, но уже близко. Уже близко, и мы идем в том направлении. То есть я показываю, что чуть-чуть мы насобирали. Ну, это, скажем так, остатки после кого-то, может даже после вчерашнего нашего сбора грибов. Но, ребятушки, подскажите мне, пожалуйста, что за грибы такие здесь растут? Я первый раз их вижу. Итак, показываю. Вот они. Что они из себя напоминают? Это крупные такие. Сейчас ножик сразу возьму, чтобы было вам понятно. Вот такие на толстой ноге. Что значит? Я не знаю. Смотрите. Если они мягкие какие-то. Почему? Не знаю. Вот их целая колония здесь. Целая семейка прям. Посмотрите. Очень такие крупные. Вот если с моей рукой сравнить. Конечно, были бы такие опята, это было бы что-то ноу-хау. А вот, кстати, норка, мышки. Вчера тоже мышки бегали. Так. И вот эти же грибы, как опята, растут также и на земле, и на пнях. Ну, это же не опята. Ребят, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а я пошел по бурелому. Вон, Юля там вовсю ходит, ищет. И сейчас мы найдем. Я вам обещаю, придется вот так идти, переступать через крапиву. Ребятам я пообещал
незабываемые ощущения, но они не знают. Это какие ощущения, я вам скажу. Вот крапивы, руки-то голые здесь. И когда мы пойдем, у них завтра, они никогда их не забудут. Эти ощущения. Так жечь будет, ужас. Но зато будут много опять. Все, меня уже слышит. Пошли дальше. Вон Юля пробирается. И мы, Костя там уже, похоже, вовсю режет их. Все, погнали. Костя нашел там. И вот я... Переростков, да, вот я ему тоже подсказал. И он их калашматит, режет и складывает. Все, у него уже за 3 минуты полный пакет от переростков. И все, они выдвигаются дальше. А ну, привет передали. О, все, и Костя тоже. Так, погнали. Я тоже хочу что-то найти. И вот я нахожу первую свою осину. Безгрибую осину. Значит, идем дальше. Я нахожу 2 опенка, правда небольших, но тем не менее они мне подойдут. Опа! Опа! Вот такие. Начнем видео с небольших таких включений по 1-2 опенку. И надеюсь, к завершению вы будете уже довольны и результатом, и тем количеством, каким они растут на дереве. Ребзя это что-то. Вчера это был бум. Я просто камеру не брал, но сам результат был огонь. А вот и та крапива, которая ждет и руки, и по лицу она, смотрите, какой высотой. Боже мой. Все, но зато, похоже, в верном направлении я иду. Вот. Нашел я деревце, на котором растут опятушки. Да, это новый, скажем так, урожай, вернее, они в свое время были маленькими, потому что вот срезы есть. Эти подросли как раз для меня. Вот они, хорошие, кудрявые, крупненькие. В общем, из 3 грибников я остался один. Все потому, что в 2 часа, а сейчас без 5 час, у ребят планировалась встреча там в Тимирязево с друзьями. Ну, понимаете. Сколько-то они набрали, я не знаю, может там целое даже ведро, может даже побольше, но не показали. Я один остался в лесу. Ну, что делать? Ну, не уходить же мне. У меня всего лишь пока что на донышке. Вот столько, немножечко, но я не отчаиваюсь, потому что я уже сразу, как только они сказали, что уезжают, я нашел пенек. Пенек такой приятный и весь обросший с разных сторон опятами. Вот здесь, здесь и вон там маленькие кусочки. То есть получается такая полянка, никем не хоженая. Мне этого будет понемножку достаточно. А вон еще впереди вижу. Вон там крупненький растет. Ну, и он сухостой, соответственно, там тоже что-то должно быть. Буду я резать по порядку, не отвлекаясь, потихонечку, и покажу, что будет. В любом случае, без грибов я не останусь. Говорю, канал Юрганов Лайф. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии.
Ух ты, какое бревно поваленное, такое здоровое. И какие-то грибы растут. Короче, в любом случае, я им ощущения обещал, они их получили, как минимум крапивы до завтрашнего дня. У них руки будут щипать, так же, как и у меня, я не исключение. У меня уже, наверное, 3-й сутки щипет, но селяви, как говорят французы. А соответственно, жизнь продолжается, это натуральное ощущение. И берем ножики и начинаем резать опята. Где вы? Вот они. Я шел и установился у такого поваленного крупного дерева. А тут вот они, грибы, которые с какими крупными ногами. Опята, которые ждали меня. Корзинка наполняется, грибная икра скоро будет готова. Ну что, режем? Давайте. Вот показываю, какая нога. Опа, иди сюда. Иди ко мне, мой хорошенький. Смотрите, какие ноги толстые. Прям какие-то гиганты. И все это в листьях крапивы. Опята гиганты. Нормалек такой. Во! И все они здесь такие. А вот, ребята, о чем я вам говорил. Вот он, смотрите, стоит такой в тенечке. С какой ногой, как белый. Не скажешь, да, что это опенок. В любом случае, смотрите, вот это я понимаю. Мясо. Мясные опята, что ли. Самые вкусные, на мой взгляд. Так, я его сюда. И мне надо пробраться вон к той семейке. А может прямо отсюда, я надеюсь, это бревно на меня не свалится. А то оно, ну, вроде крепенько лежит. Ладно, давайте рискнем. Свалится, значит, вы этот ролик не увидите. А если смотрите, значит, все хорошо закончилось. И, возможно, я уже ем грибную икру. Все здесь срезал, но пока резал, он увидел еще вон там семейку небольшую. Тоже надо добраться и срезать. Так, как это правильно сделать-то? Даже не знаю, везде капканы такие. В виде вот таких острых клыков, на которые можно насадиться и потом не встать. Вот ради такого количества, даже небольшого, стоит все-таки перелезть, залезть и срезать. Только одно это неудобно делать. В общем, вот так вот. Кажется с первого раза, что грибы так легко достаются. Нет. Не всегда, я бы сказал, что они так легко достаются. Нет, надо полазить, пошукать, потом срезать, а потом еще и обработать. Вот как получается, корзинка наполняется, и куда-нибудь да пойдем дальше. А следующее место остановки — это вот, ребята, вот такие лопухи в виде опят. Вот они, ноги, как у этого геракла, прям такие мясистые. Так, здесь мы что будем? Вот это резать. Так, еще есть здесь? Нет, с этой стороны нету. Вот туда сходим, посмотрим. Вот, кстати, растут. О, ребятки, вот они, вот, гиганты. Вот они, ребята. Я пришел за вами. Посмотрите, какие ноги, какая красота. И какие они, ребята, вкусные. Вот они. Да. Вот. Все это будем хавать зимой, ребятишки. Посмотрите. Это просто огонь.
Ладно, пошел к тем. Мне те надо срезать, а потом вернемся к этим. Кстати, вот они растут на земле, под ногами. Да, они переростки, вы можете сказать. Ну, для икры без разницы. Даже, скажем так, было бы менее обидно на икру перекручивать молоденькие такие с нераскрывшимися шляпками. Было бы обидно. Вот они. Вот. Ладно, режу. Красавцы. Какое мясо, а, ребята. Смотрите, какое. Огонь. Самые большие грибы на всем лесу. Кушай потом не хочу всю зиму. Можно весь Томск накормить. Ах, какие. О, самое, что ни на есть, любимые. С этого дерева вот только что срезал, и посмотрите, все, полная корзина. Ну, чуть-чуть еще можно добавить, но самое интересное, что это я только срезал с одного дерева, а с предыдущего, которое я вам показывал, еще нет. Так, давай, иди ко мне сюда. Лопушок такой. Вот, вот твое место. Кстати, вон лежит почему-то на боку. Так, где это наш? Вон он. Идем прям к нему. Хорошему. Благо я с собой пакеты взял. Ай-яй-яй, чуть не упал. Вот оно. Мое деревце. Мой пень. Я бы так назвал. Мой пень. А какой хруст, ребята, стоит, это надо слышать. Это только надо слышать. Вот оно. Грибное счастье. Счастье грибника. О, представляете? Боже, даже обхватить не могу. Вот так будет. Правильно. А? Лопушки-то какие. Ох ты сколько. И все еще есть и есть. Опа. Упали. О, какие на просвет. Красавцы. Я прям не нарадуюсь. Вот они. Наполняют пакетик. Обратите внимание, какие у них ноги толстые. Так скажем, опята-кормовые. Верно? Верно. Вот. С двух, можно сказать, пней
пакетика, ну может чуть поменьше, и полная корзина с горкой. Наверное, я все-таки вот эти верхние уберу сюда, иначе я их потеряю, через крапиву двигаясь. Лучше еще один достану пакетик, и тогда будет самый полный самолет. Ну что, ребята, скажете? И, ребята, пока добыча сама лезет, идет к вам в руки, нельзя ей отказывать, то, господи, я их не видел, увидел, хотел другие показать. Короче, вы поняли, уже полная корзина, здесь полная, смотрите, какие они крупные, я вам об этом и говорю. Дальше еще крупняцкие пошли. Корзину я там оставил, вот они, под осиной лежат, скажем так, спрятались и растут, вот они. Сивачи, опять сивачи, грибочки, что надо. Вот они. Вот это и для маринования пойдут. Даже такие крупные, потому что они упругие, мясистые и чумовые. Так, путь я буду держать вон к той кучке. Она меня пригласила в гости и говорит: Иван Алексеевич, будьте добры, нас заберите. Смотрите. Смотрите, какой куст. Вот так шатается полностью. Так, если срезать, покажу. Выпали из рук. Просто выпали из рук. Опа. Благо, что я пакет взял. Самое интересное, благо, что я, наверное, 2 пакета взял. Грибов-то очень много. Хотел сказать, как грязи, но грибов это недостойно выражения. Ребята, пришел я тут к пням, которые меня озадачили. А самое интересное, они меня, эти пни, озадачили. Ну, этот не очень, но другой точно. Показываю. Вот, потихонечку начинает расти. Ну, а этот пень, вот здесь растут. То есть, я вышел на нехоженные тропы, пускай назовем так. Короче, этот пень меня озадачил. Вынесу ли я все эти опята или нет из этого леса, с этого пня. Посмотрите. Он в круговую усеян опятами. Да, какие-то начали уже гнить. Вы просто посмотрите их количество. Вот просто. Я в округе буду идти и показывать. Что скажете? Класс. Смотрите, сколько опят. Вот как мне это все вынести? Нет, понятно, что эти уже такие достаточно сильные переростки. Но кое-где можно из них выбрать. Так что, ребята, вот оно. Количество такое, что не унести. Реально, здесь 2 пакета, не меньше. Если все это собрать. Я вам показываю. Но они на качество. Сейчас посмотрим. Качество. Ну, грибное качество. Ничего особенного. Да, не крупное. Чисто на грибы. Да, сейчас сяду потихонечку и буду резать. Так что вот. А там еще дерево есть, которое я еще вам не показывал. Ну что, поехали. Поехали резать. Костя, зря вы с Юлей уехали, потому что вот они, грибы. Хотя корзинку, может, и набрали они. Если набрали, то молодцы. Если нет, ну что. Я за них наберу. Погнали. Короче, жарко, но классно. Природа. А грибами пахнет просто настоящими опятами. Эй! Ну и крапива, конечно, уже не ощущается. Она жгет все руки. Ее просто вот так отодвигаешь, касаешься. Доволен. Ладно, поехал резать. Нет, ребята, я передумал, я их брать не буду. Конечно, да, такая полянка. Не полянка, такой пень особенный. Может, это и мой, да, действительно, пень, который я должен
как это сказать, каждый грибник должен найти в своей жизни свой пень. Похоже, я вот свой пень уже нашел. Это он. Но срезать я не буду, они уже перемерзшие или, скажем так, слишком переростки и на солнце тут распарились. Конечно, красиво, да, хотелось бы. Но поздно я появился к своему пню. По итогу у меня уже один пакет и целое ведро. Поэтому я даже не расстраиваюсь. Я еще не дошел вон до того пня, который я вам говорил. Я обязательно там сейчас настригу. Поэтому давайте собираемся и пошли. А пень этот мы оставим. Пускай кому-нибудь достанется. Так, где тут я видел? Что-то я видел, ребятушки. Где-то. Где-то. То есть смысл какой? Что чем... Вот они опять. Что чем... Чуть не упал. Что чем темнее место, тем опята у нас такие еще долго сохранившиеся, как морозилочки. Вот это что? Нет, это не опята. Короче, останавливаюсь. Вон немножко парочка. Останавливаюсь и тут поищу и буду резать. А вот грибочки посимпатичнее, чем те, которые росли на пне, которые я не стал срезать. Вот они. Вот. Растут опята. И я вам пакет с сумкой оставил у этого пня. Вот здесь немножко я срезал только что. И что? Вот примерно такой же еще один пень. Но здесь вроде как получше. Опята, скажем так, покачественнее. Вот они. Они такие полупругие, не вялые, не... О, отлично. А вот посмотрите, от веса уже сами опята падают, то есть оторвавшиеся от ствола. Так, что я еще могу вам показать? А вот еще могу вам показать. Вот если сюда пройти, вот они, опятушки-то ждут. Короче, все, теперь точно достаю второй пакет, срезаю это все и иду на выход. Потому что боюсь, я уже не донесу их. Вернее, смогу, но буду уже терять. А смысл? Резать и терять, резать и терять. Нет, короче, ребята, вот столько грибов. Просто очень много. И гигантских. А гигантских я вам показал какие. Не переростки, а именно крупные ноги. Но если что-то будет вообще интересно, обязательно вам покажу. Ну а сейчас пакетик новый и поехал резать.
Во ребзя зашел, а. На каждом пне, на каждом дереве эти опята растут. Короче, второй пакет уже почти полон, то есть половина. А эти лопушки, вот они какие. Прямо один столб, второй. Вон они в земле там растут. Вот еще. Посмотрите, какие смышленые, крупные. Это все надо срезать. Нельзя оставлять. Короче, вернее, придет скоро то время, когда надо будет оставить. Вон они. Вот они. Там еще. Там есть, вон я оставил корзину с пакетом. Короче, дорезаю и сваливаю уже однозначно, потому что хорош. У меня пакетов нету, куда складывать. Ну, не за пазуху уже. Раздавлю. А так бы складывал. Давайте резать. Ребят, хочу показать вам, какие здесь эти грибы. Смотрите, какая нога, какой крупняк попер под конец, под занавес, ребят. А вот просто семейка отвалилась, она до того такая тяжелая, что она просто взяла и упала, отвалилась от ствола дерева. Смотрите, какие ноги. Просто красота, ребят. Все, ребят, а кое-как допер эти 3 места, одну корзинку и 2, ребят, пакета. Все по весу это порядка, мне кажется, килограмм 15 это точно есть в сумме. В общем, вышел я на дорожку, по которой я уже пойду к себе на участок. Кстати, да, хотел сказать, что помимо грибов я еще себе срезал несколько веточек пихты, потому что сегодня у меня баня, общественная баня, свою я еще не достроил. Свяжу веничек и буду париться. Вот так, знаете, какой запах он вещает. Это просто просто огонь, ребята. Это настоящая природа, это дары леса. В общем, грибы я вам показываю какие, да, и вы сами видели, какие крупняцкие, прям, можно сказать, отборные, с вот такими ластами, что ли. Просто чумовые, как раз на грибную икру. Ребята при этом уже, наверное, вовсю отдыхают. Я им фоточки сбросил, они мне поставили лайк, говорят, молодец, Ваня, в таком же роде продолжаем. Ну, вот как-то так. Ребятушки, небольшой такой постскриптум. Иду по дорожке уже все ближе и ближе, а тут у меня прыг-скок передо мной, прыг-скок. Угадайте, кто? Лягушонок. Какая лягушечка. Смотрите, под цвет травы, чтобы ее не было видно. Оп, поскакала. Оп. В общем, а до этого вчера еще мышата были. Вот такие ползали. Лес полон приключений и чудес. Как это было в этом ролике. Ребята, а это с вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Гигантские грибы. Гигантские грибы опята. Ребят, если вам этот ролик, видео понравилось, обязательно ставьте лайки. Напишите обязательно что-нибудь, какой-нибудь комментарий, отзыв под этим роликом, буквально сразу под этим роликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, тем самым вы его продвигаете, то есть рекомендуете, там еще как-то. В общем, он будет набирать подписчиков. Я этого хочу, я надеюсь, чтобы вы тоже хотите этого. Жмите на колокольчик, соответственно, все новые ролики, которые будут выходить, у вас будут с уведомлением. Ну а что я могу сказать? Это была просто отменная грибалка, отменные вот такие большие опята, которые пойдут. Кстати, попробуем и засолить, замариновать, и самые такие, ну, не очень-то хорошие, это будет грибная икра. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, говорю вам пока. Иван, канал Юрганов Лайф. Все очень просто. До новых встреч. Пока.